Всем доброго времени суточек, с вами Серафима Сан. У нас сегодня два варианта. Вот такой у нас интересный коврик. Надеюсь, никто не испугается вот такого. Ну, а как вы хотели? У нас тут и порча насмерть, и кладбищенские работы мы просматриваем, да? Если вот единственное, я боюсь, что, ну, может, кому-то страшно, смотрите, я буду чередовать. Предыдущий коврик красивый, там, космический этот. Давайте. Я сегодня спросила, какую тему мы будем делать. Вот выпали мне карты, я ничего не подкладывала. И вот такие карты вышли. И я поняла, что тема, наверное, скорее всего, будет, что тайна будет явным, мне кажется, вот такую тему. Потому что, смотрите, что вышло. Это вот пока общее. Сейчас мы на каждого разложим свою ситуацию. Но тут у кого-то, кто-то в уединении и разбитом сердце. По поводу какого-то будущего я спросила, что вот карта, это была прям главная карта. Про что рассказывает? Про будущее. Какая-то цикличность, что какие-то будут подарочки, что-то будет хорошее, или в творчестве, или в семейных отношениях, да, в романтике, тут конфетно-букетный период. И вот он в каком-то видении разбитое сердце. Сейчас посмотрим, в любовной этой сфере или еще в чем-то. И вот раньше была какая-то любвеобильность на такой степени, что прямо вот гипер контроль был по поводу этой вот, чтобы нравились всем. Вот видите, на расхват прям. Вам не видно, простите. Вот как-то такая-то ситуация. И тут что-то на Мабон произошло у кого-то. Давайте, ладно, посмотрим. Я так образно. Вышли почему-то такие карты. Если это не ваша, ну, загадайте какой-нибудь вариант, посмотрите вначале ваше, не ваше. Что тайное станет явным, солнышки мои. Давайте персонально для каждого варианта. Здравствуйте, мои любимые мудрецы. Что тайное станет явным? Что вы узнаете? Или какое-то... Может, на Мабон предыдущее было... Это нападение какое-то было или что? Я не знаю. Опасная личность. Так, сейчас мы все разложим. Вот тут я специально при вас вытаскиваю, чтобы... Так. Угу. Опасная личность. Какой-то ложный друг. Из общества, из социума, из круга общения, да? Может, по интернету даже. Может быть, тоже. Так. Вот этот человек вам преграждает прям в зародыше, чтобы у вас вообще не было начала пути. Посмотрите, начало пути и воздержание. Возможно, вы узнаете такую тайну, что есть какой-то друг, я не знаю, сейчас посмотрим. Ну, тут ложный друг вышел, понимаете? Вот сейчас я вам картину красивую сделаю, чтобы вам интересно было, не скучно. И вот прям в самом начале он даже не дает вам просто вот вообще никак двигаться. Вот прям вот тут вот зародыш именно даже, чтобы вот о чем подумали, мгновенно вообще даже не исполнялось. Просто гора, преграда. Вот как-то так тут об этом идет речь. Что еще? Так. Сейчас посмотрим. Ага. Вот обратно будущее вышло. Видите, это по поводу вас, походу. Разбитое сердце и будущее. Это какая-то кармическая ситуация, которая уже у вас полгода длится. А на самом деле может быть такой. Кто-то знает, кто-то не знает. Раз тайное явным, значит, может, вы или не на того думали. Один вариант, да? Или же, ну вот полгода ситуация такая длится. Блокировали эмоции полностью вас. Барьеры, прям по эмоции. Какой-то мезальянс, неравный или выгодный брак, большая разница. Тут что-то, большая разница. Если любовные, например, отношения, то в возрасте были. И вам говорили, не надо. Кто-то из семьи, кстати. Что не создавай с ней семью, есть это любовные отношения, да? А вот там к лучшему не приведет. Может быть, он там старше вас или наоборот, там что-то. Тут какая-то разница
в чем-то, да, в возрасте, может, в умственных способностях, к примеру, да, он обычный простачок, а вы там. Смотрите, кто смотрит меня в возрасте, уже любовные отношения не интересуют, тогда это другая, может, какая-то ситуация под себя, потому что это общий расклад. Пока что любовный. Или, может быть, сколько раз говорю, это внучка, дочка, сын, кто угодно. Про кого-то из семьи, вот карта Аиста, может быть, это будущее. То есть в будущее идти вам вообще не дают. Давайте дальше посмотрим. Если выйдут тут прямо явные любовные отношения, то выйдут. Пока что просто вам блокируют. Все-все. Вот, сегодня у меня по-другому. Так, против течения, стихия Земли. Ой, Господи, обратно стихия Земли. Как-то вы связаны с стихией Земли, да? Денежная магия, ресурсы, здоровье, стихии Земли это называется. Что прям опасная ситуация была какая-то. Чтобы вы против течения плыли. И у вас что-то было с активной социальной позицией. То есть вы хотите быть среди людей. Или кто у вас там, дочка, внучка, да? Ну, может быть, кого-то. Показывают близкого, может быть, человека. И его вот прямо запирает по эмоциям. Может быть, чтобы он в 4 стенах заперся. Или, может быть, это, кстати, и про вас также. Вот. Чтобы никого не хотели видеть, чтобы от социума как-то отстранились. А у вас по будущему такого нету. Вы должны общаться. Вы не должны идти против течения, понимаете? На дне. Вот карта на дне. И тут, понимаете, очень много всего. Просто. Если это не ваша ситуация, то, пожалуйста, тогда посмотрите другое. Может быть, здесь такого ничего нет. Букет. На дне прямо. Понимаете? Много-много всего. И сопка вулкана. Настолько опасная ситуация. То есть букет это когда много всякого всего. Понимаете? Возможно, вы просто узнаете правду, что это в прошлом было. Может быть, у кого-то бывает, что кто-то уже, может, и выходит из этого. Тут еще мы не дошли. Но вы узнаете правду. Ну, вы уже узнаете от меня правду. Может, от кого-то еще там какие-то расклады будут. Вот я вам открываю правду. Вот. И тут что-то с эмпатией еще связано. Ну вот, умение сочувствовать, сопереживать другому. Тут с обществом, с социумом, да, чтобы вы не то, что переживать и другому сочувствовать, и вы себе не смогли сочувствовать и переживать, понимаете? То есть такое состояние, не знаю, если честно, это не про всех. Я сейчас просто увидела такую картину, вот лежит овощ, образно говоря, смотрит потолок и вообще ничего не хочет. Просто все просто так надоело, что он даже, просто не знает вообще, что ему делать. Я не знаю, я вижу такую ситуацию. И если не ваша, то или кто-то из ваших родственников, кто-то вот, видите, отстранился. Но он должен был быть оптимистом, общаться с людьми. Все должно было быть. Тут влияние на будущее. Также, возможно, в прямом виде чревоугодия, чтобы много ели. То есть были вот так вот от всех. Ну и заедали вот это все, понимаете, проблему. Ну или просто у кого нет чревоугодия, это имеется в виду, что огромное желание у вас не было сочувствовать кому-то, переживать, ну и также себе. То есть вывести себя из этого состояния, просто, руки опущены. Вот как-то так, не знаю, такую ситуацию вижу. Про кого я говорю, напишите, пожалуйста, если не сложно. Ну, прям вот вижу, человек лежит, он, просто... Может, он что-то узнал такое неожиданное, что-то случилось. Ну, вот как-то так. Ну, знаете, что это как бы кто-то делает. Это не просто так. Бессонница у него, вот. Вот, посмотрите, какие глаза. Вот именно это я и видела. Вот, посмотрите. Он просто, то есть, это вы или кто-то из ваших родственников, просто в шоке. Вот он просто лежит, и вот такие дикие глаза. Не знаю, что-то вы узнали, может, на днях, какую-то там вообще дикую правду, что бывает такое, что когда ты узнаешь, к примеру, я не знаю почему, то хотела сказать, и карту вот она. Я про родственников хотела сказать. Бывает такое, что когда вы узнаете тайну, что кто-то магичил с родственниками, вообще близких.
Например, там, ну, чуть ли не мама там или папа там, ну, там, сестра или еще кто-то, к примеру, которого никогда в жизни бы не подумали. Это кто-то из родственников. И карта как раз лежит. Вот такую я картину виду. Вот на Йоле это было. И Мабон там еще выходил. Йоль, смотрите, это вот зимнее солнцестояние 20-23 декабря. Знаете. На сердечную чакру прям влияли. Так, что тут еще? У нас же подробный канал «Истина Таромагии». Остальные каналы, пожалуйста, там чуть-чуть попроще. Тут я вам сейчас все расскажу. Так, кстати, вы в иллюзиях долго были, вы не могли понять, в чем ошибка. То есть тут опасность была, смотрите, силы предупреждать, быть особо осторожным. Была опасность. Но вы почему-то не верили в это. Это ошибка, это быть не может. Ну, потому что, ну, подумать на родственника, ну, это из древа. Сразу вам говорю. Или кто-то, кто еще бывает, знаете, какая ситуация, когда, может быть, непрямым родственником. Подмен рода, да? Когда делается такая магия, то он притворяется, что он ваш родственник, забирает ваше. Кто, может, не знал. Вот. Я думаю, уже многие знают об этом. Вот. И тогда он типа считается вашим родственником. Это вот в каких-то ситуациях может быть там какой-то процент. Вот в иллюзиях, видите, стихия воды. Тут именно с эмоциями, то есть вы не знали. Ну реально, вы не чувствовали этот поток. Плохо что-то, вот что-то не ладится, а что вы не понимали. Тут прям новички мне будут смотреть. Тут не было потока. Что-то с экстрасенсорным потоком даже было у вас. То есть даже если практики меня смотрят, к примеру, бывает такое. Не все же прям вот... Кого-то пропустили, у вас какое-то перекрытие было по экстрасенсорным потоку. Не зря вы такой вот Нецки выбрали. Это мах у меня. Мудрец. И как-то так. Что-то с потоком были какие-то, и вы про кого-то вот проглядели. Так, что еще у нас? Давайте. Отпускание с глаз. О, боже ты мой. Ну вот, потери были. Вот, Мабон, посмотрите. Я же говорю, что если я первоначально выкладываю, я специально это не делаю, потому что многие так могут сказать, что выложила. Нет, вот выпала карта та же. И на Мабон на вас воздействовали. Это идет 20-23 сентября. В осеннее равноденствие также, да? То есть они осенью постарались, потом в декабре обновили. То есть постоянно цикличность. Это для вас стопудово. Явный враг. Ну я вообще в шоке. Явный враг прямо. О, боже ты мой, какая карта. На кладбище ходил. Катасерс вам делал постоянные. И вот чтобы вы разрушали себя, посмотрите, самое негатив. У кого были какие-то плохие мысли, даже плюс суицидальные могут быть. Я не знаю, просто... Но у меня больше пустота идет. Вот пустота. Человек просто, не знает. То есть он не понимает, как ему. Например, если потери какие-то финансовые, тут безденежье, расходы. Он просто не понимает, как ему из этого выйти. Там кредиты какие-то, вот что-то так вот. И вот это сделано вам. Это разрушающий самонастрой, самобичевание. Это вот это порча. Кстати, посмотрите, пожалуйста, мою чистку. Я сейчас вспомнила. Крещенская чистка буквально недавно скинула на второй мой канал «Лабиринты, враги и завистники». Подписывайтесь. На подписку нажимаете, и там 3 моих канала высвечиваются. Вот подписывайтесь на «Лабиринты». Вот. И там вот я чистила порчу, самобичевание, там и порча насмерть. Там вообще очень мощная чистка. Может, кому-то поможет хотя бы эмоционально, понимаете? Вот. С глаз какой-то. Чтобы вот он, отпускание ситуации. Чтобы вы сами не хотели ничего делать. Ситуации человека, воспоминания, отпускания. То есть тут в плане в том, что то есть, вы не хотели стремиться, идти вперед, оптимизма не было, понимаете? А вам наоборот надо сказать. Да пошли вы все, извините за выражение. Я встану, я соберусь и начну вообще чуть ли не новое дело, блин.
И миллиарды заработаю. Понимаете? Вот так вам надо. Потому что когда идет влияние, только это вам поможет. Если высшие силы, они не любят, когда вы ничего не делаете. Они таким, извините, не помогают. Надо, наоборот, стремиться и сказать, я все равно встану с колен, почему-то идет. Встану с колен и добьюсь успеха. Да, у меня проблемы, что-то, не знаю, посмотрите какую-то подработку, что-то еще. Но вам надо снимать это, как минимум, девочки. Но сначала эмоции и психологию вам изменить. И когда вы это измените, вам надо еще это снимать. Вам эту магию надо убирать. Может, кто-то у вас из родственников, вы не понимаете, то человек, к примеру, был активно социально. То есть вдруг он из социальных сетей ушел, я не знаю, уединился, что-то вот неожиданно вот как-то бывает такое. Что с ним случилось? Непонятно. Вот вы знаете, вам тайну открываю. Вот прояснение, понимаете? У вас сейчас идет прояснение, ясность, я вам проясняю. Что какая-то толпа, кстати, тут много людей, тут не один человек. Какая-то толпа спицы вставляла. Ну, тут больше ритуал именно на острых предметах. Ритуал с помощью игл и спиц происходил. Вот, со стихией воды. На вашу нерешительность, или кого-то. На нерешительность, говорю, тут все именно по эмоциям. Зависть успехом. Так, что тут за письмо? Тут еще чистка идет. Тут такое ощущение, знаете, что еще идет? Тут нецеленаправленно вам. Тут с помощью вас делали какие-то чистки. Понимаете? Такое на работе бывает. Может, вы попали в какую-то контору, где... бывает такое, что скидывают. Понимаете? Берут ваши фотографии, типа вас это... Дайте-ка фотографии, там надо оформить вас там по документам, а потом по фотографиям на вас делают. Это очень большая практика, не только на работе. Понимаете? Толпа делала чистки за счет вас и скидывала все на вас. Вот это вот. Тут так идет. Не только работа. Деньги. Говорю, деньги. Но это работа может быть точно. Просто почему-то какой-то родственник в этом замешан. Или подмена рода было. 100%. Ух ты, ничего себе. Преемственность тут. Тут смотрите, что может быть. Если это по поводу денег, смотрите. Кто-то, возможно, какое-то наследство может быть. Тут еще так может быть. Много людей, я рассматриваю разные ситуации. Вам не дают принять какое-то наследство. Типа конец. Типа не получишь ты этого наследства. Понимаешь? Вот так вот. Путем магии, главное. Бесплодие. Видите, конец, бесплодие. То есть все. Не получишь ты этого наследства. Финансового. Ритуалы именно на финансы идут. Также еще могут влиять на ваши знания. Если кто у меня смотрит практики, люди с силами, которые в потоке участвуют. Не зря тут поток пошел. Вот здесь вот стихия воды. Может быть, вы и воды стихия очень хорошо с этим обладаете. Может быть, просто экстрасенсорный поток здесь написано, да? Также любовная магия, исцеление. То есть на то, что вы не смогли в себя исцелить. И поток вам преграждали. Чтобы не приняли, кто, например, там сейчас стоит на пороге принятия родовой силы, да? Как-то тут так. То ли на работе, чтобы вы не заняли какую-то должность, если по физике. Я все время так говорю, обычно люди там ничем никак не обладают. Вот. Ага, ничего себе-то. Слишком быстро она как-то пошла, да, или он, и кто смотрит. То есть у вас, может быть, на работе какой-то прогресс состоялся. Я ж вам гадала, там бумеранги пошли, что-то, возможно, какой-то всплеск. Может, вам должность дали, кстати. Кто-то вам преграждает. Ничего себе, она слишком быстро пошла, да? По лестнице. Сейчас, ага, написано, смотрите. Убавь-ка темп, не стоит торопиться. Представляете, наглые какие-то. Перекрытия. Перекрытие. И еще и на ламаз вам делали. 1-2 августа. Ничего себе. То есть начало было в августе.
Это было. То есть я вам 3 ситуации уже рассказала. Как вас блокировали. В августе, в сентябре, в декабре. У меня аж холодно прямо. Тут кладбище, да. Прям холодно-холодно. Прям я замерзла. Вот она кладбище. Я не могу. Мне прямо... Ау! Что тут по поводу кладбища? Вампирили вас с помощью кладбища. Вот какой расклад у меня. Ничего себе, сегодня какой-то необычный такой. Ух ты, энергетические практики. Я говорю, большинство людей здесь, они обладают, восстанавливались и сонастраивались с энергиями Вселенной. Защиту себе делали. Вы себе как-то делали защиту, но вас все равно вампирили. То есть как-то, что-то как-то, какой-то диссонанс произошел. Подключка энергетическая на ваш канал связи, и вы даже не смогли защититься. Какой-то сильный пробив у вас просто. Лестница вверх. Говорю, лестница вверх. Я ж прямо как-то лестницу это увидела. У меня иногда картинки вот идут. Иногда просто эмоции. Энергетическая грязь. Понимаете, на вас воздействие на разных уровнях, в тонких телах, чакрах. Только не пугайтесь, пожалуйста. Я вам просто говорю, это, как говорится, диагностика не на негатив, на что уже? Вот подробности. Надо, не надо, тогда знаки земли и воды. Вот они, обратно знаки земли. Так, что еще тут? О, да то на вас воздействовали на все колеса года. Это вам показали только 3. Понимаете? Вот, колесо года, смотрите. Тут они по-разному называются, кто не знает. Йоли, Имболк, вот я вам сказала уже. Вот он, из них Мабон. Это сентябрь. Вот этот Ламаз был на август, да? То есть показали только 3. Еще какую-то показывали. Вот, представляете? На все, на каждый это веканский праздник вас воздействовали. Постоянно. Марионетка и бессилие. Я не знаю, тут полная просто марионетка и бессилие. И тут почему-то все время дом. Дом, дом, семья. Я говорю, близкие, домочадцы, может, соседи, кстати, жилье тут. Все, что связано с домом. Может, в одном доме живете одна половина и вторая. Тоже может быть. Вот кто на вас воздействовал. Ну, ладно, давайте тогда просматривать второй вариант. Ну, в принципе, вот такую ситуацию вам надо было узнать. Что тут еще? На бывающей луне постоянно. Ну, постоянно. Вот что тут делать? Какой вам совет, кстати? Новая колода. Я на 3-м моем канале «Истина Оракула» такой расклад сделала. Вопросы Вселенной. Давайте вот какой-то совет вам почему-то на этой колоде. Вам погадаю. Так. Вы творец своей судьбы. Вы представляете? У вас высшие силы вас видят. Ну, очень сильными людьми, понимаете, которые могут справиться с любой ситуацией. Не зря же вы в лес почему-то. По лестнице вверх. А что лес мне пошел? По лестнице вверх добрались же, слабые не доберутся, понимаете? Так кто просто позавидовал? Вам надо себя восстанавливать. Оптимизм прям вверх. Я пошла дальше, понимаете? Это не дело. Настройтесь на удачу. Вот все, что я вам говорю. Настройтесь на удачу. И у вас все будет. Вы же вообще обладаете. Я вам говорю, даже если люди, которые на физике пришли, вот тут энергетические практики. Это я вижу, это не врага энергетические практики, это ваши. Вы, может, когда-то молились, вам помогало это. Что-то вот такое вот. Чем-то вы все равно обладаете. Интуицией, что-то у вас есть такое. Понимаете? Эту нетку просто так никто не выбирает. Все почему-то интуитивно чувствуют, что... Вот. Вас просто, чуть-чуть перекрыли, и все. Так попробуйте заново восстановить себя, солнышки мои. Давайте уже, не лежите на диване. Ну, может, что-то не лежит, да, продолжает работать, но в эмоциях, в голове просто, полный бардак. Очень плохо. Прям, карта разочарования. Какой вам еще совет? Примите происходящее, оно несет в себе важный урок. Вот представляете? А знаете, какой урок? Когда нам даются какие-то неприятности, чтобы вы стали еще сильнее. А эта карта почему-то. Сейчас я вам прочитаю. Еще сильнее, еще бодрее. И чтобы не то, что по лестнице вверх,
а чтобы вы стали руководить этой лестницей. Понимаете? Вот прямо, если вы там, например, кого-то работали, а вы добьетесь, что вы сами будете работать. Я прямо в вас это вижу. Вы будете сами управлять своей жизнью. Вот так вот это идет. Я прям вижу вас. То есть, если у вас, к примеру, образно для всех, на дядю работали, вы можете сами открыть свой бизнес, монетизировать то, что у вас хорошо получается. Понимаете? Посмотрите в себе. То есть, потому что раз тут с деньгами проблемы, а попробуйте-ка вы свой бизнес открыть. Я понимаю, что сейчас у нас налоги большие. Ну, какой-нибудь такой. Ну, вы поняли меня, солнышки. Желаю вам счастья, радости. Ну, пожалуйста, давайте уже. Вставайте. И вот прямо вперед, вперед, вперед. А, вот эта карта. Сохранять спокойствие. Вот. Это лучшее, что можно сейчас сделать. Вот, важно не злиться. Равновесие внутри. И вот это все. Настроиться на удачу. И все. Все нормально будет. Все, солнышки мои, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот у кого это, как это проигралось. Мне вот интересно, кого я прям считываю. Всегда вот говорю, прям очень интересно. Такая энергия прям. У меня тоже такое было. Вы думаете, у меня такого не было, когда я еще не была таким человеком? Я именно так и вышла из этого. Так же вот по талогу глядела, когда было плохо. А потом я сказала, нетушки, дорогие мои, не добьетесь вы ничего. Я хозяйка своей судьбы. Вот так это и происходит. И человек становится сильнее. Все, солнышки мои, давайте переходим к другому варианту. Надеюсь, я вам помогла. Потому что, ну, мне тоже нужны были такие слова, когда вот мне было плохо. Прям нужны были. Вот так вот, чтобы волшебный пендель, образно говоря. Все, солнышки, давайте-ка мои дракончики любимые. Что же у вас тут? Я такой вариант был предыдущий сильный. Что у вас тут? У вас что-то как-то совсем все медленно течет. Никаких каких-то быстрых событий у вас нету. Что-то у вас тут с зоной комфорта. Соперница у вас тут. Что тайное станет явным, кстати, у нас такая тема. В самом начале спросила у карт, что для вас будет лучше сейчас услышать. Посмотрим так. Вот тут тоже имболк. Тут какая-то соперница воздействовала на вашу зону комфорта. Чтобы вышли из удобной зоны комфорта, естественно, да, чтобы вам не было так легко, почему-то она думает, что вам все легко, квантовый скачок у вас тут, понимаете, был. Переход на другой уровень, кардинальные перемены. Ну, бумеранги у нас предыдущие, кто не видел, посмотрите, были шикарные. Там все враги заперты, и у вас, возможно, что-то произошло, квантовый скачок. Ну, или я считываю, может, ваше ближайшее будущее, что он будет. А потом вот вам предупреждение. У меня щеки. Кто-то обо мне сейчас думает. А потом, ну, потому что это говорится о том, что так и есть. Сейчас кто-то скажет. В будущем у вас уже готовится соперница, кстати, которой вы очень сильно доверяли. Очень сильно доверяли. Может, бывший партнер, я не знаю. То есть искренно соперница бывшего партнера. Так еще, может, почему-то мне идет редкость такое, чтобы так шло. Вот. Что тут? Ого! Тут и на 2 веканских праздника на вас воздействовали. На Имболк и на Бюльтан. Смотрите, просто не все знают. 1-2 мая было воздействие. И 1-2 февраля. Также, я говорю, у меня тут людей много, у меня идет 2 ситуации. У кого-то произошел скачок, у кого-то сейчас будет на носу, и это идет воздействие. Это сейчас скоро будет. В мае у вас будет и в феврале. Это очень рядом. 1-2 февраля. У кого-то предупреждение, а у кого-то это уже, ну, тайну открываешь, что было в прошлом. Так что смотрите, как у вас. Вот так я чувствую. Тут какое-то безумие врага. Он вообще какой-то, ну, шизофреник. У меня проходило по прошлым раскладам, что вот просто, ну, у него проблемы.
Вообще. Какое-то зелье делал, опои-окормы, может, через жидкости воздействовало. Кстати, видео было. Осторожно с подарочками. Кто-то принесет, может, алкоголь или какой-то подарочек. Вот. Вот это может быть она. Это у меня уже предупреждение было в прошлом раскладе. На другом, кстати, канале. Да, девочки. У меня 3 канала. 2 по магии, 1 на пороге на дороге. Кому интересно, может, что ждет, там такие вот послания Вселенной. Вот сегодня я вам дам подсказочку на этих картах. Новая колода, кстати. И я вам тоже хочу такую подсказочку. Давайте дальше смотреть, что там. Ну, у вас вообще почему-то у вас какой-то тормоз. Ну, это мой тоже, как бы сказать, не просто так здесь стоит. Это для, как сказать, хрустальный шар, как у многих, да? Тоже для гадания. Если бы все быстро текло, то ну бы сыпалось. Она не сыпется вообще. Деньги тут. О, так, тут у вас со стихия огня. Какое-то злословие. Мало того, что она еще будет сплетни какие-то разводить, это соперница про вас. Грешный праведник. Я говорю, у кого-то одна соперница, у кого-то парочка. Вот грешный праведник, это 100% вот этот вот этой карты, можно сказать, это вот я вижу так, бывшенький мужчина. И там соперница. Это то, с которой он живет, или, может быть, его мать. Вот как-то так происходит. Делают вам вообще на деньги и тяжелую работу. Кстати, знаете, как это происходит? Чтобы вы... Тут, может быть, и тема и любви тоже может быть. Смотрите, в чем эта соперница. Тут какое-то замещение, чтобы вы замещали свои... В чем-то вам тяжело. Именно, вот знаете, когда, к примеру, эмоционально трудный человек, он в работу уходит, да? И вот тут такое вот замещение. В деньги. Но вам делают так, чтобы эта работа была очень тяжелой. То есть или несколько работ, мало платили. Что-то тут с этим. Что-то с работоспособностью. Или вам тяжело было на этой работе работать, чтобы они какие-то были какие-то неправильные работы, какие-то, может, подставы или что-то, я не знаю. Тут также может быть отделение от родителей. Вот такая карта, кто, может, молоденькие смотрят. Может быть, вот так вас выставили из дома с чемоданом. Не знаю. Или про кого-то вы смотрите. Из родственников у вас кто-то. Вот так получилось. Может быть, развод кто-то вас с чемоданом выставил. Я не знаю. Но вот такая картина. Тут что-то такое вот. Но это было не просто так. Это вот это воздействие было. Типа вот сидишь на моей шее, иди-ка ты на работу. Вот так еще может быть. Ну тут прям по финансам. Земля, стихия земли, это и есть матушка, природа, это ресурсы, деньги. Вот тут такая вещь. Ну, тут что-то карта. Вот мне интересно, что-то по это конкуренция какая-то. Тут какая-то конкуренция. Не знаю, тут какой-то то ли родственник. Что-то тут такое. Влюбленность, говорю, тема любви. То ли кто-то вас, ну, не в физическом плане вот так выставил с чемоданом. У кого-то так, а у кого-то я вижу, что просто, может, вот эта соперница, это вообще там свекруха какая-нибудь, которая против, да, и у вас конкуренция, свекровь-невестка. Понимаете? Смотрите, кто вы. Может быть, вы свекровь, тогда невестка на вас рот открывает. А это ваш сын, ну, понимаете? То есть, ну, по-разному тут много всяких ситуаций. Тема влюбленности. Ну, тут вот эта карта прям конкуренции. Кто-то кого-то прям вот говорит, уходи из дома. Не рады мы тебе тут. Ой. Тяжкий груз. Кто-то вспоминает, как раньше было хорошо. То есть у кого-то уже это случилось, а у кого-то на носу что-то такое грядет, девочки мои. Если у кого-то все хорошо, аккуратно. Кто-то вам прямо засловит и будет говорить, что не рады мы тут тебе. Может, на работе, кстати, даже. Может и так.
И вот будут воспоминания, будете какие-то альбомы просматривать, как вот все было хорошо в любви, может, в работе, потому что эта карта на работу легла. То есть как раньше легко было, заработки, может, легкие были, а сейчас как-то не так, там, что-то будете вспоминать. Вот. Эмпатия, что-то с эмпатией проблемы. То есть если вы тоже, вот как и я, эмпат, например, что-то вам преграда какая-то, тяжесть в душе, камни, неотпущенных обид у вас что-то, вот это внутри, что-то такого плана у вас. О, у нас сегодня психологический расклад. А первый там вообще было. Так, давайте еще посмотрим. Ну, бывает, иногда буду такие вам делать, но чаще такие вот на другом канале делаю, стена оракула там. Здесь чисто магия в основном. Ну, вот магия, порча, пожалуйста. Ой, эти же карты вышли, как в первом раскладе кто-то сюда еще тоже захотел два расклада, солнышки, посмотреть. Стихии воды, самонегатив, тут тоже на эмоции делают. Вот крепкий союз. На отношения. Ключи подбирает, порча прям на отношения. Я тебе говорю. Я тебе говорю, с чего это я так сказала? Прямо на ты перешла, извините. Мне вот слова пошли. Я тебе говорю, это не я говорю, это вам кто-то уже говорил. Я тебе говорю, стопудово у тебя порча. Кто-то говорил из подруг или еще, а вы не верили. Да, точно. Стопудово. Вот я вот услышала вот эти слова. Крепкий союз, посмотрите, и порча прямо. Это было на Литу. Лита это у нас солнцестояние летнее 20-23 июня. Вот такая правда у вас. Вот такая порча у вас была. А у кого-то будет. Я же говорю, что тут два варианта людей. И вас уже предупреждение до июня за столько-то месяцев, потому что очень что-то серьезное будет, вплоть до развода, я вам говорю. И это может зафиксироваться. Тут что-то на страсть вашу влияет. Сексуальное удовлетворение, там что-то такое. Ну, может быть, какую-нибудь холодную постель делают. То есть, если вы это в это время, когда будет, или уже у кого-то есть, не снимете, это зафиксируется надолго, и очень сложно будет снять. Вот до сих пор не сыпется. Я и так, она не сыпется. Прям какой-то у вас застопорится прям все. Так, а тут вам какая-то еще вселенная. Тут тот, кто обладает какими-то способностями, я говорю, тут самонегатив на экстрасенсорный поток. Чтобы от Вселенной получать какие-то вот абсолют, чистый источник, отец мира, потому что люди меня очень многие разные смотрят, да, кто связывается с потоками всякими. Вот у вас какой-то самонегатив, чтобы вы разрушали себя, самонастрой был неправильный, самобичевание, не знаю, смотрите как там, может что-то не получилось, и вы закрылись, или еще что-то, но это сделанное. Вам просто перекрывают этот поток. Далее, самонегатив. Чистку мою, смотрите, крещенская чистка я скинула на другой канал. Лабиринты, враги и завистники. Подписку нажимаете, и там 3 канала высвечиваются. Вот на тот подписывайтесь. Там на самонегатив, как и в первом варианте я сказала, есть. Та же порча насмерть, там и любовные порчи. Там вот надеюсь, что вам что-то поможет. Там проговаривайте свои имена. Онлайн-чистка, пожалуйста. Очень сильная, мощная. Смотрите. Надеюсь, я кому-то помогу, мои солнышки. И вам хотя бы, знаете, внутри станет полегче. Понятно, что это может быть не так просто онлайн. Все не снимется. Это, конечно, нужно обращаться к практикам. О, хватит, говорит, моя карта, хватит. Вот. Не зря я уже начинаю заговаривать, что конец расклада. Вот. Центровая карта «Опасная личность», что может не поможет эта чистка прям все точно снять. Но молитвы ваши как минимум услышат это раз. Плюс кому-то, ну смотрите, короче, сами, не буду я. Ну надо это будет снимать. Или сейчас, или в будущем. Вот. Как-то так, солнышки мои. Вот такое вам предупреждение. Не расходите сейчас вот на этой колоде. Вам подсказки. Да, мощный поток сегодня. Не знаю, что за день сегодня такой. Но мощный поток прямо. Необычный. Так.
Важный для вас, по крайней мере, потому что я на вас катаю. Выражайте свои мысли и желания прямо и открыто. Почему-то вам так говорится. Не юлите, не лгите. Прямо и открыто почему-то на вот этот период жизни, то есть вот до июня почему-то, на несколько месяцев вот этот расклад. Выражайте свои мысли, желания прямо и открыто. И знаете, что я вижу? Что это не просто так. Это для чего-то. То есть в это время вам нельзя врать почему-то, я не знаю. Юлить, там, хитрить. Что-то грядет хорошее у вас. Вот вам единственное, что надо вот это снять, это предупреждение, и дальше какой-то. И если вы измените себя эмоционально, у вас какой-то прорыв. Но вот вам вот так вот надо. Несколько месяцев так себя вести. У вас какая-то проверка, у меня в ухе зазвенело, это 100%. По потоку. Ну, кто понял меня. Не ждите скорых перемен. Это неправда, я вам сейчас скажу. Это магия. На вас влияет это самобичевание. Не хоти ничего, не жди скорых перемен. Да у тебя ничего не получится. Это, я вижу, у вас все хорошо будет. Это неправда. Это не прогляд такой, во-первых. Чувство мешает мыслить здраво. Вот, это про это, я же говорю. Это прямо ваши чувства и эмоции вам прям мешают. Вам надо просто проснуться, сказать: я лучшая, я красивая, я императрица, да, или мужчина, я король этого мира, я буду магом просто, ну как прямым кто-то может быть, так образно, я маг своей жизни. Вот вам аффирмация, я вам такую даю, я так чувствую. Маг своей жизни. Я могу все и никому не помешать мыслить мне здраво. Вот здраво. Дайте окружающим возможность получить собственный опыт. Вот, кстати, если кто-то что-то не понимает, и вы ему, например, говорите, один раз, два, 5 раз сказали, а он все равно, он просто на другом уровне стоит, солнышки мои. Я уже давно вот в это не лезу, вот я дам совет. Если вот 3 раза, смотрите, запомните, раз, два, три, 3 раза сказали, человек не понял, ну все, значит ему сейчас пока еще рано, ему не надо это знать. Как бы вы ни хотели изменить, вот я сейчас говорю, даже родственников, вот, детей своих, вот часто хочется подсказку дать. Да ты не иди туда, там, не слушает и все. Ну, значит, пускай свои шишки набивает, правильно? Вот дайте окружающим получить собственный опыт. Значит, ему так надо. Но самое важное, что вы свою работу сделали, как бы по добрую вот эту работу, что вы предупредили, вы сказали этому человеку, ну, не послушал, значит, не послушал. Как-то так, еще хочется вам. Неосторожное действие может стать фатальным. Вот, кстати, так, все, меня отпустило. Может стать фатальным, потому что не зря мне вот эту информацию сейчас вам прямо неожиданно выдали, потому что кто-то уже на грани. Что-то с эмоциями не так. Или, может быть, скоро будет, я вам еще раз предупреждаю. У кого сейчас все замечательно, он пляшет, скачет, ой, все хорошо, скачок, ну так у вас выходило, что у вас скачок сейчас. Но вот это на пороге. Будьте осторожны, солнышки мои. Счастья вам, радости, избавиться вам от этих проблем. Встретимся на следующем раскладе. Будем просматривать наших врагов. Пока-пока, мои солнышки. До новых встреч!